Всех приветствую. Сегодня расскажу, что это за ошибка P0700. Владельцы автомобилей часто обращаются в сервис, озвучивая проблему, что появилась вот такая ошибка, что это такое и что с ней делать. Расскажу что сама по себе коробка на большинстве автомобилей со стандартной коншиной не имеет права зажигать чек. Такой желтенький значок на приборной панели. Check Engine, Джеки Чан его называют, по-всякому. И когда в блоке трансмиссии, в блоке автоматической коробки передач появляется какая-либо ошибка, блок трансмиссии передает блоку двигателя сообщение, что у меня есть ошибки, зажги чек, чтобы владелец это понял. Ошибка P0700 это и есть этот чек, который зажигает коробка. То есть сама по себе ошибка не говорит ни о какой конкретной проблеме в коробке передач. Она говорит лишь о том, что подключайся к блоку коробки и смотри ошибки там. Каким бы сканером вы ни работали, на моем примере это будет Launch, он же Think Diag 2. У Launch произошли разломы, владельцы делили бизнес, и из одного продукта получилось два продукта конкурирующих. Мы используем и тот, и тот. Вот. И в комментариях поделитесь, какой универсальный диагностический прибор используете вы. Будет очень интересно. Обменяемся опытом, разберем нюансы интересные. Я думаю, всем будет полезно. Теперь ближе к делу. Подключились к автомобилю, выбираем блок управления двигателя. Объем двигателя, выбираем автоматическую трансмиссию. Попадаем в меню, где мы можем уже прочитать ошибки. Нажимаем кнопку чтения ошибок. На экране видим ту самую ошибку P0700. Она даже расшифровывается, что блок управления трансмиссией зажег лампочку на приборной панели. Вот, идем дальше. Можно сделать отчет. Вот, и в таком виде ошибки читаются лучше. Их можно сохранить, этот отчет, переслать клиенту, сохранить в своей CRM-базе, если вы такую ведете. Всем советую всегда сохранять всю историю, с какими ошибками автомобиль приехал, какие ошибки устранились в процессе ремонта, какие не связаны были с ремонтом. Это очень полезно и клиенту, и самому сервису. Вот, идем дальше. Так, выходим. И теперь уже подключаемся к блоку трансмиссии. Зафиксировали, что в блоке управления двигателя у нас две ошибки. В блоке трансмиссии нажимаем «Чтение ошибок», прочитали ошибки, и вот мы видим активные ошибки в трансмиссии. В данном примере у нас три активные ошибки. Также делаем отчет. И в таком виде удобно с ними работать, показывать и просматривать. Значит, у нас две ошибки по датчикам скорости и ошибка потеря сигнала с блоком управления кузова. Вот. Подводим итог, что если у вас появилась ошибка P0700, следующий разумный шаг диагностики — подключиться к блоку трансмиссии, если ваш сканер это поддерживает. Если вы используете ELM 327, дешевый универсальный сканер, обычно в базовых настройках он позволяет прочитать только блок двигателя. Вот. И дальше у вас, к сожалению, не получится продвинуться. А,
ищите сканер или воспользуйтесь услугами сервиса, подключайтесь к блоку трансмиссии и увидите ошибки, с которыми и нужно работать. Вот. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы по работе и вашей трансмиссии, какие-то сложные нерешенные вопросы, обязательно пишите об этом. Попробуем найти проблему и разобраться с ней. И выложим, если кейс будет очень интересный, создадим по нему отдельное видео и выложим. Всем счастливо, подписывайтесь, ставьте лайки. На связи.